Сегодня посещаем знаменитый музей в Риге Виктора Талпа авиационный. Это самый крупный авиационный музей в этом регионе. Как это можно понять? У человека есть стратегический бомбардировщик. Это вообще. Даже уникальный вертолет Ми-1. Покажите мне самолет, и я скажу, какой ваш уровень развития. Его вообще чудом удалось спасти, собирались его утилизировать. Он говорит, шасси не выпускаются. Я думаю, ну, попал. Нажать надо на кнопку. Замок открыт. Здрасте, Виктор Петрович. Здорово, здорово. Здорово, батя. Здорово. Черт, везучий. Музей переехал в новое место. Он находится за Скулты. Огромная коллекция экспонатов, самолетов, двигателей авиационных, разных других компонентов. Все в одном месте. Это новое помещение у вас, да? Здесь я иногда ночую. Ну классно. Вот. Ого! Чего? Наша кают-компания. Тут ни окон, ни дверей, ничего не было. Вы борт-инженером были, правильно? Бортмехаником. Да. Ну, я последние 10 лет я летал на Ту-154. Как все зародилось, как так получилось, что на пустом месте вот образовался музей? Ну, в 90-х годах, когда начался это перестроечный период, клуб пришлось закрыть. Необходимость подготовки специалистов в области авиации отпала. И стал вопрос, что делать дальше. Да, я принял решение, что надо сохранить это дело и сделать авиационный музей. На сегодняшний день уже более 40 летательных аппаратов самого различного назначения, включая военные, гражданские, спортивные, авиация спецприменения, сельхоз. Производство, да, Украины, Польши, Чехии, России. Есть один самолет Соединенных Штатов и Британии. Хотелось бы больше, конечно, но... Принимай аппарат. Во, махнул не глядя. Можешь за хвост подержаться, дракон уже не кусается. Техника добывалась всеми способами. И покупали, и дарили, и все такое. Мир не без добрых людей. Авиация так не так уж и много лет. Где-то порядка 120 лет. Коллекцию мы собирали более 50 лет. А какой первый экспонат в вашей коллекции? Это МиГ-21. Мы собрали металлолом, сдали и получили этот самолет взамен. Металлолом на другой металлолом, но который раньше летал. Да. За моей спиной самолет Ан-28. Его вообще чудом удалось спасти, собирались его утилизировать, но благодаря тому, что попал в категорию музейных экспонатов, он сейчас здесь. Он находился в Скулте неподалеку, и вот сейчас он восстанавливается. Так как все это дело находится в районе аэропорта, то периодически слышен звук двигателя. В данном случае пролетел боевой даже истребитель, прямо над полосой прошел. Но и тут боевых истребителей и всего остального огромное количество. Что, пощипали? Хуже.
Переезжаем мы уже 5-й раз. Здесь мы 4 года всего. Приехали в чистое поле, можно так сказать. Пришлось продать Ан-14. Жалко. Его сейчас доводят до летного состояния. Все это стоит денег. Что смогли, за 4 года вы сделали. Надо отдать должное, что мне во многом помог администрация аэропорта. Хватило понимания, потому что перебазировка осуществлялась с их помощью, да. Надо сказать, что в новом месте как-то попросторней стало. А были же экспонаты у вас, на которых вы сами сюда прилетели? Более 10 лет назад мы пригнали самолет Ту-134 из Москвы. И были какие-то проблемы на посадке? Конечно, были. Заходили со стороны моря, и выскочил вот инженер, и что-то заметался. Я говорю, что случилось? А я сидел в первом салоне. Он говорит, шасси не выпускаются. Я думаю, ну, попал. Думаю, что делать, привязываться или нет. Потом думаю, а будь что будет, привязываться не буду. Они от аварийной системы выпустили шасси. С первого захода сели. Масса корреспондентов. Всем же интересно. Почерк! Против всех законов физики на взлете. Не я, выслушай. А, помолчи, начальник штаба, оформляй наградные документы. Не на меня, это на лейтенанта Кузнеч. Как тебя? Александров сбил. Кузнечик? Вот именно Кузнеч. Разыгрывай. Точно, завалил. Ты сбил? Так точно. Я мог бы, конечно, и больше, но вы, товарищ командир, своим нижним бельем распугали всех немцев. Ну, молодежь! В принципе, купили где-то в пределах 10 евро. Самолет, да? Да. Причем самолет в отличном состоянии, да, ну, летучий очень, да. И Эсаян сказал, что этому самолету повезло в том, что его не порезали. Когда выключали двигатель, были случаи, когда давление гидросистемы падает, то он на бетон падал. Но мы посмотрели, ничего нету, значит самолет доработан. Я забегаю, говорю, выключай двигатель. Выключил двигатель, самолет-то едет, все нормально. Ну, авиация. За победу. Будем жить, пехота. Чем дальше мы от отправной точки любого здесь летательного аппарата, тем он ценнее и интереснее. Потому что наши предки не были дураками и делали такую авиационную технику, которой можно гордиться в любое время, говорит эпоху. Нельзя не упомянуть про МиГ-25, который по своим временам, да и по многим сегодняшним технологиям опередил свое время. Правым разворотом курс первоначально 0,30. Правым курс 0,30, курс 1383. 1383 набирайте эшелон 70. Набираю 70, курс 1383. А ты знаешь, что самое тяжелое в нашей работе? При минус 30 копаться в моторе. Самое тяжелое в нашей работе – ждать. Техника стареет. Мне помогают ребята-волонтеры, которые вместе или летали, или были инженерами, техниками, бортпроводниками. Они приходят сюда. Нигде не найдешь микроклимата такого, какой здесь. Потому что когда человек окунается в эту ситуацию, он по-другому и мыслит. Те, которые приходят, большей частью, они довольны. Здесь работа на 200 лет вперед. Вот, но хотелось бы, чтобы сохранил. Безусловная коллекция и жемчужина этого музея – это Ту-22. Настоящий боевой стратегический бомбардировщик, который прилетел сюда своим ходом в свое время.
Да? Вот Рижскому музею, видишь? Ту-22. Как действительно удалось получить стратегический бомбардировщик? Ту-22 М1. Он когда-то перелетел из авиационной воинской части в высшее инженерное училище. Алкснес. Да. До какого-то периода он был в учебном процессе. А потом он устарел. Стал вопрос, что делать. Я написал письмо в Министерство обороны. Давайте передадим этот самолет в клуб, в наш клуб. И был такой случай, меня вызвал главный инженер армии. И говорит, писал письмо? Я говорю, куда? Я говорю, он говорит, как куда? В Министерство обороны. Я говорю, да, писал. Даю тебе 2 недели. Ты самолет не заберешь, у тебя есть конкурент. ГВФ, да, у вас конкурент был? Ну, я за неделю организовал 3 трактора и вытащил его на территорию аэропорта. Все. Они приехали к нему, типа, за самолетом. А говорит, самолета нету. А 9-ка тю-тю. И таким образом мы сохранили, практически является единственной в своем роде. Больше в этой серии нету. Вообще нету. Уговаривали, типа, продайте, мы купим, мы перевезем. Я говорю, нет, мы им не отдали. Человек приходит, он видит самолет. А с чего самолет состоит, он понятия не имеет. У нас есть очень много сопутствующих деталей, чего во многих музеях, к сожалению, нет. Более 20 авиационных двигателей. Поршневых, реактивных, ракетных. Есть уже такие двигатели, которых вообще раритет. Около 10 полномасштабных моделей кабин самолетов. Допустим, Туполева Ту-104, Ту-124, Ту-134, Ту-154. Есть тренажер, на котором я еще летал, который я принимал на заводе. И кабину мы сохранили, когда ломали все. Командир, все приходящее, а музыка вечна. Будем жить. От винта. Ми-6. Как он к вам попал? Он находился в Литве. Я говорю, нет проблем тогда. И они своим экипажем перелетели в Ригу. И На я Ми-6? на Ми-6. И я в экипаже принимал этот вертолет. В каком году это было? В каком году? А я сейчас уже не помню. Это Так лет он своим 30 ходом назад. пришел? Своим ходом, да. Вот он здесь сел. Какое училище? Оренбургская, ускоренный выпуск. Взлет-посадка. Ясно. На чем играете? В каком смысле? Музыкальном. Ни на чем. Пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно, но музыкантом быть обязан. А молодые ребята вам помогают? Раньше вы делали, что к вам молодые ребята могут приходить? Ну, иногда приходят у меня. Вот один сейчас ходит,
закончить школу и получить профессию пилота. Все, что сами делаем, то и он делает. Может, скажет спасибо, а может нет. Из клуба уже многие летают на 3-семерках Боинге, вот, на Airbus, на бизнес-джете. Командирами летают. Такие приходят, дорого, я, говорит, у вас учился. Вот так вот. Як-28, который из Екапилса прилетел своим ходом. Тоже. Поэтому мы исходили из ситуации, чтобы самолеты были по максимуму укомплектованы. Мы на территории аэропорта, мы за нее платим, и за свет, и за все. Вот, поэтому смотреть на это просто так, что это металлолом, мне просто обидно. За транспортом обеспечим. Ты садись. Сейчас мы тебя отремонтируем, и будет полный порядок. Какая помощь нужна, если кто-то хочет вам помочь? Что человек может предложить? Вот. Ну, много кое-чего надо. Ну, вот. То есть вам нужны какие-то материалы, чтобы это восстанавливать, или вам нужны люди, или средства? И люди, нужны? И средства, и материалы. Все это надо, да. Ну, всегда это любой музей. В этом, как говорится, это его основная проблема. Хотелось бы, вот, допустим, он вложил деньги в реставрацию этого музея. И там его сразу поставили. Мы написали, что этим вопросом занимался такой-то вопрос. В таком-то году. Это память. И для него польза. И для музея тем более. А музей все еще частный, все еще ваш. Да. Вы являетесь да, основным. Это, да. То есть, если что, контактировать с вами, если кто-то заинтересуется. Ну, конечно, да. Вот хорошо, рядом аэропорт. Человек взлетает и сразу видит. Он сразу задает вопрос, что это, откуда-то. Самолет сделать это не так просто. Уж я-то знаю. Ну, могем. Не могем, а могем. Хорошо. Я практически в авиации с 59-го года. И всю жизнь вы отлетали, а потом в музей. Да, сначала в военной авиации, потом в гражданской. Надо отдать должное семье и моей жене, которая все это вынесла. Правда, к сожалению, ушла. Так сложилась судьба. Время идет. Хочу надеяться, что мы тоже не зря прожили эту жизнь и кое-что сохранили для будущих поколений. Мы фактически вас готовили для будущей работы в области авиации. Ставили вас в режим такого подготовительного варианта. Тоже говорил мой папа. Между прочим, выдающийся профессор палеоботаник. Из вундеркиндов, значит. А я, между прочим, не в филармонию пришел наниматься, а драться. Чтобы вы могли выбрать, определиться, да, и идти дальше, если вы уже приняли решение. Ведь что получается? Вот даже ты пришел, в какой-то степени это твоя молодость. Мы даем возможность человеку ощутить себя в какой-то степени в прошлом. Иди, она тебя уже искала. Товарищ командир, разрешите на минутку. И в тот же миг влюбленное создание, включив форсаж, умчалось на свидание. Вольно или невольно я этим занимаюсь до сих пор. Вольно.
Я не думаю, что это у вас невольно. Хотелось надеяться, что музей уцелеет, потому что практически здесь уже были представители со всех континентов земного шара. Как я понимаю, авиация всегда интересовалась, авиационный туризм был, есть и будет. И если у нас хватит ума все это сохранить, то это будет отличная визитная карточка. Поддерживаемся. А как получится дальше, не знаю. Спасибо, Виктор Петрович.